В 2022 году сухопутные войска, ВДВ и береговые войска получат более 1000 единиц техники. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что военным передадут пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегические ракетоносцы, новые системы ПВО и атомный подводный крейсер. В свою очередь, воздушно-космическим силам передадут 257 летательных аппаратов. Некоторые образцы техники и вооружения в 2022 году впервые попадут в войска, а ряд перспективных разработок приблизится к принятию на вооружение. О вертолетах, ракетах, самолетах и других новинках сегодня в нашем выпуске. 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил об успешном проведении залпового пуска ракет «Циркон». Это событие стало вехой в многолетней разработке и тестировании гиперзвуковой ракеты. Незадолго до этого Сергей Шойгу рассказал о серийных поставках ракеты в 2022 году. В рамках испытаний ракету запускали с борта подводной лодки «Северодвинск» из фрегата «Адмирал флота Советского Союза» Горшков. На расширенном заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2022 году арсенал ракетных войск стратегического назначения РВСН пополнит 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами МБР. Говоря о новинках, министр обороны упомянул комплекс «Сармат», который проходит испытания. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что первый полк, вооруженный МБР «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2022 году. Новое оружие получит Ужурское ракетное соединение. Считается, что РЭС-28 может доставить головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира. Перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования заменит ракеты Р-36М2 «Воевода». Подразделения противовоздушной обороны ПВО в 2022 году впервые получат взводные комплекты зенитных ракетных комплексов ЗРК «ГИПКС». Начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов отметил, что новый ЗРК получил средства разведки и автоматическую систему управления. Это позволяет военным вести круглосуточное дежурство и управлять огнем в реальном времени. Также ГИПКС стал первым российским самоходным комплексом малой и сверхмалой дальности типа «Вшорот». ЗРК может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты, которые летят на минимальной высоте. ГИПКС использует боеприпасы переносных зенитных ракетных комплексов ПЗРК, «Игла», «Игла-С» и «Верба». В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», который прошел в августе, Минобороны и холдинг «Вертолеты России» заключили контракт на поставку модернизированных вертолетов К-52М. В рамках соглашения военные получат 30 разведывательно-ударных машин. Позже источник в авиастроительной отрасли сообщил, что поставки вертолетов начнут в 2022 году. К-52М получил модернизированную оптико-электронную систему и новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной-решеткой АФАР. Также модернизированный вертолет сможет нести новое вооружение, включая ракеты «Атака», «Вихрь» и «Вих-М». В 2022 году российские военные получат новый вид вооружения. 17 декабря пресс-служба компании «Зала Аэро» входит в группу компаний «Калашников», сообщила об успешном завершении государственных испытаний беспилотника «Куб-Бла». Аппарат рекомендовали к принятию на вооружение, а поставки могут начаться в 2022 году. Куб-Бла получил электрический двигатель, который обеспечивает максимальную скорость до 130 км в час. Боеприпас может провести в воздухе до 30 минут, а масса боевой части составляет 3 килограмма. Также 2022 год станет еще одной ступенью в полноценной эксплуатации робототехнических комплексов. В октябре главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков сообщил, что на 2022 год запланирована опытная войсковая эксплуатация боевых роботов «Уран-9».
После этого этапа военные определят количество закупаемых робототехнических комплексов. В 2021 году «Уран-9» успешно применили на совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021». Роботы успешно поражали бронетехнику условного противника на расстоянии до 5000 метров. В 2022 году первые многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 получат войска Восточного военного округа. Об этом в ходе итоговой коллегии Министерства обороны России сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Чайка. Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех типов наземных, воздушных и надводных целей. Самолет получил радиопоглощающее покрытие и отсеки для вооружения внутри фюзеляжа, что обуславливает малозаметность Су-57. Первый серийный самолет передали ВКС России в декабре 2020 года. Базовый Ту-160 выполнил первый полет в 1981 году, а в 2018 на Казанском авиационном заводе началось производство модернизированных Ту-160М новой постройки. В декабре вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в 2022 году планируется полет Ту-160М новой постройки. Самолет строят на новой элементной базе. Ту-160 остается самым крупным сверхзвуковым самолетом в истории авиации. Также Ту-160 остается самым тяжелым боевым самолетом и самым скоростным бомбардировщиком. Ту-160 предназначен для поражения целей в удаленных районах обычным и ядерным оружием. В 2022 году начнется серийное производство вертолета Ми-26Т2В. В ноябре генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский сообщил, что до конца 2021 года производитель получит разрешение на серийное производство. Модернизированная версия самого крупного серийного транспортного вертолета совершила первый полет в 2018 году. Министерство обороны России планирует купить 10 вертолетов. Грузоподъемность машины составляет 20 тонн. И это все новости на сегодня. Чтобы быть в курсе событий, которые происходят в мире, нужно подписаться на канал. Будьте всегда в курсе, что происходит в России и за ее пределами.